Вы уже видели цены на DDR5? Хотя ладно, кто их не видел? Да это ж прям второе золото какое-то. Про накопители я вообще молчу. Увидел цены, думаю, перед Новым годом возьму. Может быть, подешевеет. Угу, конечно. Сейчас компании, создающие ИИ, так нуждаются в быстрой памяти, что производители чипов вроде SK Hynix получают сверхприбыли и даже строят новые мегазаводы за $4 миллиарда чисто под эти нужды. Память, получается, стала самым дорогим ресурсом в мире. И раз уж каждый гигабайт теперь на вес золота, становится особенно больно, когда компьютер начинает лагать, а Windows 11 забирать себе кучу оперативной памяти. Кажется, вот он, главный виновник тормозов. Но так ли это на самом деле? Чтобы перестать верить в мифы и понять, куда реально утекает производительность ПК, нам нужно спуститься на уровень ниже. Сегодня мы разберемся, как Windows работает с памятью и почему вокруг нее ходит столько мифов. Погнали! Давайте честно, вы тоже это делали. Открывали диспетчер задач и видели, что Windows 11 в простое съедает больше половины АЗУ. Вы были явно удивлены, а некоторые в панике начинали гуглить гайды по оптимизации. В ход шло все. Отключение служб, разные чистилки памяти. Нам годами вбивали в голову, что чем больше свободной памяти, тем лучше для игр. Но так ли это на самом деле? Или пустая память — это бесполезная память? Давайте разберемся. Главная проблема производительности — это не объем, то есть сколько у вас гигабайт, а время, как быстро процессор получает эти данные. Давайте на секунду забудем про гигабайты и начнем мыслить наносекундами. Процессор невероятно быстр, это очевидный факт. Он выполняет миллиарды операций в секунду, но без данных он ничего не сможет сделать. Взять данные из L1 кэша для него — это как взять ручку со стола. Очень быстро и просто. Но если там данных нет, он ищет в L2. А если не находит и там, то в L3. Это уже как встать со стула и пройти в соседнюю комнату. Быстро, но не так, как в L1. А вот поход в оперативку — это уже целое событие. По меркам процессора это как одеться, выйти из квартиры и сходить пешком к другу в соседний дом. Долго? Долго. Но самое страшное дальше, и это диск. Если данных не оказалось ни в L1, ни в L2, ни в L3 и даже нет в АЗУ, то приходится лезть на SSD или, что еще хуже, в HDD. Такое ожидание для процессора длится целую вечность, сравнимо с полетом на Марс и обратно. Теперь спустимся еще глубже. Что физически представляет собой исполнение кода? Для Windows не существует абстрактного понятия «игра» или «браузер». Вся работа внутри операционки строго поделена на две базовые сущности, которые и занимаются вычислениями. Это процессы и потоки. Их очень часто путают, и это понятно. Вы открываете диспетчер задач, разворачиваете Chrome и видите кучу строк. Вам кажется, что это потоки, хотя на самом деле Chrome просто создает отдельный процесс для каждой вкладки. Все же внесем ясность в эти детали. Процессом является просто контейнер, или, если так будет проще, изолированная комната, в которой лежат ресурсы, выделенная память и открытые файлы. Сам по себе процесс ничего не вычисляет, а вот поток — это рабочий внутри этой комнаты. И именно он исполняет код, бегает по регистрам процессора и складывает числа. Более простым языком, в одной комнате процессе может быть много рабочих потоков, и всегда будет хотя бы один. Они легко общаются друг с другом и видят общие данные. Но как сделать так, чтобы рабочие из комнаты А, скажем, вирусного ПО, не залезли в комнату Б по типу браузера и не украли вашу историю поиска? Здесь в дело уже вступает виртуальная память. Для любого процесса создается иллюзия, что он один владеет вообще всей АЗУ компьютера. В каждом ядре процессора есть специальный аппаратный блок MMU – Memory Management Unit, эдакий переводчик. Для процесса А он переводит виртуальный адрес в физическую ячейку оперативки номер 5000, а для процесса Б тот же виртуальный адрес уже ведет в ячейку 9000. Они фактически изолированы и никак не могут пересекаться. Конечно, если процессор переключается между потоками внутри одной игры, то таблицу в MMU менять не нужно, это происходит быстро. Однако, если мы переключаемся между разными процессами, например, из игры альтабаемся в мой телеграм-канал, ссылка в описании, процу приходится полностью стирать и создавать новую таблицу адресов. А это уже сильный удар по производительности и потеря тысяч тактов процессора.
Окей, с комнатами мы разобрались. А теперь заглянем в самое ядро процессора. Внутри него есть блок регистров, это сверхбыстрая микропамять, где данные лежат прямо в момент вычислений. Места в этих регистрах критически мало, а вот желающих поработать или же потоков – тысячи их, хоть отбавляй. Система вынуждена постоянно переключаться между ними. Чтобы пустить в регистр второго рабочего, данные первого необходимо выгрузить в АЗУ для последующего восстановления. Этот тяжелый процесс называется переключением контекста. А кто решает, кого загружать следующим? Планировщик. В Windows используется идея вытесняющей многозадачности, основанная на программных приоритетах, от 0 до 31. Если в очереди появляется более важный поток, например, критическая системная служба, планировщик принудительно вытесняет текущий и отдает ресурсы важной задаче. Но у системы приоритетов есть один серьезный недостаток. Они отвечают на вопрос, кто пойдет первым, но не отвечают, надолго ли? Если бы все решало только важность, один тяжелый поток с высоким приоритетом мог бы захватить ядро монопольно, и ваш компьютер просто бы намертво завис. Чтобы исключить эту проблему, вводится второе железное правило – квант времени. Это строго отведенный лимит миллисекунд, который поток имеет право непрерывно занимать ядро. Таймер тикает, время выходит, и планировщик безжалостно снимает поток с исполнения, ставя его в конец очереди, даже если тот еще не закончил работу. Это гарантирует, что тяжелые задачи будут нарезаны на кусочки, давая шанс поработать другим. Итак, что мы поняли из ранее сказанного? Потоки живут в своих изолированных контейнерах, планировщик их тасует, и они ничего не знают о внешнем мире. Но подождите, если поток, допустим, игры, заперт в своей комнате, как он вообще узнает, что вы нажали кнопку мыши? Как он поймет, что текстуры с диска наконец-таки загрузились? Ему кто-то должен об этом крикнуть снаружи. Такое называется прерыванием. Для чего оно нужно? Представьте ситуацию. Ядро вовсю занято вашей игрой. В эту же наносекунду приходит тяжелый пакет по сети. Вы резко двигаете мышью, а SSD заканчивает запись файла. Сразу 3 устройства бьют аппаратными сигналами напрямую по процессору. Что делать? Если бы ядро попыталось мгновенно и целиком обработать запрос от мыши или диска прямо в момент его прилета, ОС бы просто задохнулась. Курсор замер бы на месте, а вы, спустя пару секунд, спросите себя, какого Чтобы система не лагала от каждого чиха, драйверы обрабатывают эти аппаратные сигналы в несколько этапов. Первый этап – это ISR – мгновенная реакция. Ядро бросает все дела, на микросекунду отвлекается и быстро говорит железяке: «Сигнал принял, я тебя услышал, заткнись и перестань спамить прерываниями». Второй этап – это DPC, по-русски «отложенный вызов». Это уже вся основная тяжелая работа – разбор сетевых пакетов или копирование файлов. Процессор просто берет эти задачи и откладывает их в специальную очередь, чтобы постепенно разгрести их чуть позже. И вот чтобы процессору было понятно, кто сейчас важнее, в Windows существует строгая иерархия прерываний. И самая страшная новость – ваша игра или софтина, какой бы приоритет для винды она ни имела, находится на самом ее дне. Обычные программы полностью бесправны. Чуть выше находятся системные процессы самой винды. Еще выше – отложенные вызовы от драйверов, а на самой вершине – аппаратные сигналы от железа, мышки, диска или сети и системный таймер. О нем мы, кстати, скажем чуть позже. Правило тут такое. Кто выше, тот имеет право мгновенно прерывать того, кто ниже. Например, вы нажали левую кнопку мыши, и сигнал от устройства уже летит в процессор. Ядро реагирует на него как на пожарную тревогу. Тут же ставит вашу игру на паузу, чтобы ответить мыши. Сигнал принял. Затем задача спускается на уровень ниже, в очередь DPC, чтобы винда разобрала этот клик. И да, уровень DPC все еще выше, чем уровень вашей игры или ПО. Пока ядро процессора не разгребет всю очередь от драйверов, он физически не может вернуться к вашей игре. А что планировщик? Планировщик просто не имеет права голоса, его не спрашивают. Вы не видите это глазами, но если прерываний становится слишком много, вы ощущаете это как лаги и микрофризы. Можно было подумать, что если прерывания драйверов могут так легко захватить процессор, то кто тогда гарантирует, что ОС вообще не зависнет намертво?
Кто будет тем, кто скажет «все, время вышло»? Так вот, это системный таймер. Реальный компонент внутри каждого ядра процессора. Как и обычный таймер, он отсчитывает не секунды, а миллисекунды, постоянно генерируя сигналы с фиксированным интервалом. По умолчанию это 64 раза в секунду. И каждый этот аппаратный, так скажем, тик летит в процессор в виде прерывания. И вот тут как раз нам пригодится та самая строгая иерархия прерываний, о которой мы говорили пару минут назад. Прикол в том, что сигналы от таймера находятся на самой вершине этой, будем называть, пищевой цепи. Они имеют абсолютный приоритет и полное право мгновенно прерывать вообще все, даже тяжелые отложенные вызовы от драйверов адаптеров или контроллеров. Но для чего таймеру такая колоссальная власть? Он выполняет критическую функцию, без которой планировщик Windows был бы просто слеп и беспомощен. Каждый раз, когда таймер делает свое очередное прерывание, оно пробивает любые пробки в ядре. Ядро обязано все бросить и проверить, а не истек ли квант времени у текущего потока? И если лимит исчерпан, планировщик безжалостно снимает поток, чтобы дать поработать другому. Если бы не этот крошечный чип и его прерывание, любой зацикленный процесс или кривой драйвер взял бы ядро монопольно, и ваш комп опять бы завис бы намертво. Вы, наверное, сейчас сидите и думаете: Дань, ну и зачем мы так глубоко полезли во все эти таймеры, планировщики и, черт побери, прерывания? Я просто хочу, чтобы игры не лагали. А затем, что именно непонимание того, как система работает со временем, породило в интернете целую индустрию вредных советов. Люди годами воюют с виндой за пустые гигабайты оперативки, своими же руками убивая производительность. Да, мы сейчас копнули довольно глубоко под капот Windows, и если вы цените такой детальный технический разбор без лишней воды, пожалуйста, поддержите мои старания лайком и подпиской на канал. Для меня это лучшая мотивация копать для вас еще глубже и делать новые видео. Заранее большое спасибо. Давайте вооружимся нашими новыми знаниями на практике и безжалостно разнесем в щепки самые популярные мифы об оптимизации, которые только убивают вашу производительность и продуктивность, пока разные любители уверяют в обратном. Погнали по мифам. Первый и самый банальный миф, цитата: Windows 11 ест аж 6 гигабайт АЗУ при запуске, значит игре остается меньше, и она будет тормозить. Лучше-ка я установлю Windows 10 или вообще 7. Конец цитаты. Уже улавливаете ошибку в логике? Мы привыкли думать, что свободная память — это хорошо. Эти 6 гигабайт, однако, не съедены впустую. Система заботливо кэширует туда системные файлы и часто используемые программы, чтобы они запускались мгновенно, а не грузились с накопителя. Как только вашей игре реально понадобятся эти гигабайты, винда молниеносно выкинет весь кэш и отдаст место игре. Так что нехватка пары сотен мегабайт в простое почти никогда не вызовет проблем. А вот что реально вызывает тормоза, так это украденное процессорное время, теми самыми прерываниями, о которых мы говорили ранее. Кстати, о маниакальном желании освободить память. Второй миф гласит, цитата: «Память надо чистить софтом типа MemRedact, чтобы стало лучше». Конец цитаты. Давайте разберем механику этого так называемого ускорения. Когда вы жмете кнопку «Очистить», или утилита это делает сама в фоне, вы не делаете ровным счетом ничего полезного. Вы просто берете нужный кэш, который винда заботливо подготовила для быстрой работы, и принудительно выкидываете его в бездну. А дальше начинается настоящий цирк. Вот вы играете, все отлично, а вдруг прилетает прерывание таймера. Планировщик просыпается, прерывает вашу игру, происходит то самое длительное переключение контекста, о котором мы дискуссировали в начале. Планировщик загружает в ядро утилиту MemRedact. Но что она делает? Правильно, просто запрашивает у системы: ну что, сколько памяти занято? И агрессивно сбрасывает кэш, а потом со спокойной душой уходит в спячку. И так по кругу. Что в итоге? Ваша игра регулярно прерывается просто ради того, чтобы фоновая программа проверила циферки. А когда игре снова понадобятся те данные, которые MemRedact только что удалил, процессору придется лезть за ними на медленный диск. Идеальный план по замедлению компьютера за ваши же ресурсы. Такое вам вряд ли надо. А мы переходим к третьему мифу. Цитата: «Старая Windows лагает меньше, потому что жрет меньше оперативной памяти».
Конец цитаты. Этот миф очень живучий, да и за примером далеко ходить не надо. YouTube недавно покорил ролик от блогера TriggerZold, где он сравнил все версии Windows на одном ноутбуке. Выводы сногсшибательные. Победила Windows 8.1. Она и грузится быстрее, и оперативки ест всего 1,5 гигабайта. Обычный зритель видит эти цифры и делает логичный вывод. Ага, Microsoft специально замедляет новое OS. Вернусь-ка я, пожалуй, на старую добрую 8. Но давайте вспомним про планировщик. Да, 8.1 потребляет копейки в простое, просто потому, что она гордо держит память пустой. Но мы уже выясняли, пустая память — это бесполезная память. Из-за отсутствия кэша процессору каждый раз приходится лезть на накопитель за новыми данными и плодить аппаратное прерывание. Да и не только это. Windows 8.1 вышла в 2013-м. Ее планировщик вообще понятия не имеет, что такое гибридная архитектура процессоров. Для него просто нет разницы между производительными ядрами и энергоэффективными. В итоге поток вашей игры может спокойно улететь на энергоэффективное ядро, а какой-нибудь фоновый системный мусор на производительное. Так что эти красивые 1,5 гигабайта в диспетчере задач не просто не спасают ситуацию, а буквально душат ваше современное железо древним кодом. В ответ на это можно сказать: окей, допустим, старые операционки нам не подходят, но ведь свежеустановленная абсолютно чистая Windows 11 реально ощущается плавнее. Значит, чем больше свободной памяти, тем лучше. Это наш 4-й миф. В целом, да, то, что чистая винда работает быстрее, это абсолютная правда. Но секрет здесь вообще не в памяти. Тут можно и подловить. Данек. Да какая плавная работа! Свежая ОС в первые часы качает гигабайты обновлений, индексирует файлы, шлет телеметрию и грузит ненужные проги из Microsoft Store. Проц загружен под завязку. И вы будете абсолютно правы. В первые часы процессор буквально кипит от фоновых системных служб. Так почему же мы не чувствуем жестких лагов? А вот тут вспоминаем нашу теорию из начала ролика. Все эти апдейты и индексации — это обычные программные потоки. Они находятся на самом дне пищевой цепи. Планировщик видит, что вы запустили, например, игру, и легко задвигает эти фоновые процессы на задний план. А вот чего в вашей свежей винде еще нет, так это десятка мусорных драйверов от вендоров устройств. Все эти фоновые утилиты для материнских плат, хабов для мышек, клавиатур, управления RGB подсветкой и так далее. Но в отличие от обновлений, они в наглую вклиниваются в очередь, и планировщик просто не имеет права дать возможность игре их прервать. Вот весь секрет чистой винды, и свободные гигабайты тут никак ни при чем. Хотя раньше управление обновлениями в винде было шире, это факт. И, наконец, мы переходим к 5-му финальному мифу. Цитата. «У меня 32 гигабайта АЗУ, файл подкачки мне не нужен, не буду из нашего диска». Конец цитаты. Звучит логично. А теперь следите за руками. Чтобы понять, почему это фатальная ошибка, давайте заглянем диспетчеру памяти прямо в душу. Всю вашу оперативку можно условно разделить на 3 категории. Первое – это рабочий набор. Это как раз те самые рабочие данные, о которых мы говорили буквально минуту назад в прошлом мифе. Это память, с которой ваша игра или активная программа взаимодействует прямо здесь и сейчас. Вторая – это резервный список. Это наш полезный кэш. Файлы и текстуры, которые винда заботливо держит в памяти, на всякий случай, чтобы отдать их процессору по первому требованию, без долгих походов к диску. И третья категория – это измененные страницы. Это данные, которые фоновые программы выделили, что-то в них записали и просто уснули. Например, свернутый час назад браузер, Microsoft Paint или Discord. А прикол в том, что резервной копии этих данных нет. Они родились и существуют только в оперативке, и винда не может их просто удалить, иначе фоновые программы тут же крашнутся с ошибкой. Дальше настоящая магия. Если файл подкачки включен, Windows видит эти спящие измененные страницы, понимает, что прямо сейчас они не нужны, и аккуратно сбрасывает их на диск, в тот самый файл подкачки. Физическая оперативка освобождается, и система с радостью отдает это элитное место под полезный кэш или расширяет рабочий набор вашей активной программы. Все работает супер быстро, все нужное под рукой. А теперь представьте, что вы выключили файл подкачки. Сбрасывать эти спящие данные больше некуда.
Винда попадает в ловушку. Она обязана вечно хранить этот мертвый груз фоновых программ в быстрой оперативной памяти. И когда, например, в вашей игре внезапно нужно подгрузить новую тяжелую локацию, а места не хватает, что делает система? Удалить свернутый браузер и Discord она не может. Ей приходится пускать под нож самое ценное – полезный кэш. Итог предсказуем. Игре срочно нужны данные, в кэше их больше нет, происходит так называемый page fault, ОС вынуждена поставить игру на паузу, летит экстренный запрос к медленному диску, срабатывают прерывания, процессор простаивает, и вы ловите жесткие тормоза. Поздравляю! Пытаясь пощадить свой накопитель, вы своими же руками задушили кэш, заставили систему тормозить на ровном месте и создали себе проблему. Вначале я немного высказался о ценах. Мы чутка поговорили о мировой промышленности, о новом мегазаводе SK Hynix за 4 миллиарда долларов и производстве сверхбыстрой памяти для ИИ. И, честно говоря, глядя на некоторые видосы, сгенерированные ИИшкой, я до сих пор задаюсь вопросом, а стоило ли оно такого дефицита АЗУ? Но знаете, в чем кроется главная ирония? Пока инженеры бьются за каждую наносекунду пропускной способности, мы своими же руками убиваем эту скорость, следуя вредным или устаревшим советам. Операционная система – это сложнейший механизм, работающий по своим строгим, а порой и безжалостным законам времени. Вмешательство в работу планировщика или диспетчера памяти без понимания процессов почти всегда приводит к обратному результату. Не воюйте с операционкой за пустые гигабайты. Просто дайте ей делать свою работу. А теперь спускайтесь в комментарии и признавайтесь, а вы грешили отключением файла подкачки или использованием программ вроде MemRedact? Я, да, приношу свои извинения. Давайте посмотрим, кого больше. Да, этот ролик получился более глубоким и техническим, чем обычно. Надеюсь, его просмотрят и распространят. И если вам зашел такой формат разбора под капотом, лучшей поддержкой для меня будет ваш лайк и подписка на канал. Огромное спасибо за просмотр и спасибо людям, поддержавшим канал финансово. Не ломайте свои компьютеры и до новых встреч, дорогие друзья!